Господа, на пороге декабря, и вы прекрасно понимаете, что скоро наступит тот момент, когда пробки в городе достигнут 10 баллов. Но я и спонсор этого ролика, электронный дискаунтер Citylink.ru, позаботились о вас. Я придумал несколько идей прикольных подарков для автолюбителей, а Citylink разместил по всему городу магазины и пункты выдачи. Просто заходите на сайт Citylink.ru, заказывайте товар и забирайте его по пути домой. Лень ехать, курьер доставит. Все это на дом. А теперь давайте посмотрим, что же я для вас подобрал. Смотрите, я подобрал для вас, например, регистратор. Точно такой же стоял у меня в СВР, и такой же будет в следующих машинах. Реально стоящая вещь. Автомобильный компрессор Berkut R15. Серией Berkut я пользуюсь сам уже давно, выручает везде, действительно качественный товар. Помогает накачать ваши шины в любых условиях, быстро и точно определить давление в колесах и при необходимости подкачает их до нужного состояния. Автоматическое пускозарядное устройство Cold Start 312 обеспечит возможность запуска аккумулятора в холодное время года, а также может быть использовано для зарядки батареи. Как вы понимаете, все эти товары вы можете уже сейчас заказать Citylink. Главное их преимущество — это широкий ассортимент и низкие цены. У них есть все необходимые товары. Товары для кухни, для дома, техника, смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты, даже автомобильные товары, для здоровья. Есть все, что угодно. Так что проходите по ссылочкам в описании и покупайте в Citylink, ведь именно сейчас кто-то может выбирать подарок для вас. Господа, суть до дела, Джимник готов, не стали нагружать вас в этой серии техническими подробностями, а предоставляем вам сразу законченную машину. Сегодня мы вам покажем тот Джимник, на котором не стыдно ездить в городе и даже, может быть, круче, чем на других тачках. Для начала вложено 500 плюс тысяч денег. У меня аж слюна прям стала выделяться от этой цифры. Значит, машина теперь стоит где-то 2. Представьте себе, на секундочку, Джимни за 2. Все последствия, которые сейчас машина на себе несет после тюнинга, обратимые. Если где-то возникнут проблемы по 12.5.1, их можно устранить. Даже отражатели на эту оптику стоковые идут в комплекте. Их можно поменять, приехать и поставиться на учет или что, если вдруг кто-то вообще просечет, что это не штатная оптика, потому что новый Джимни также шел на LED-оптике, и причем всегда можно сказать, что она была двух типов. Потому что корпус фары остался родным, на нем даже сверху написано «Койта Япония». Даже если инспектор заглянет под капот, он увидит, что это родная оригинальная оптика. Итак, во всех наших невзгодах, а в том числе и в счастьях, виноват в этот раз, ну, на самом деле не один человек, их несколько, но он хочет присвоить себе всю славу всех нескольких людей, поэтому Дмитрий с компанией БГТ СПБ. Ну, первое было сложности с покрасом и исправлением, то, что наделал официальный дилер, как бы, да, это тоже немаловажно, потому что из-за этого мы решили покрасить полностью весь обвес и врезать по-нормальному парктронике, чтобы это работало. Головное устройство и рамка, на то, чтобы сравнить полностью с рулем и вот эти все моменты. То сейчас также все работает полностью по штату, ну, вернее, все две кнопки, да, которые там были с завода, они работают. Да, они работают, прибавляют громкость, убавляют, вызывают телефон, то есть как бы полностью все работает, как и должно быть. Все, появился полноценный Bluetooth, который мы уже продемонстрировали. Очень хороший звук, ребята на этой машине очень хороший. Да. Выхлоп, который тоже все уже послушали. Делали тоже наши партнеры, да. И, кстати, по-моему, с ними единственными проблем-то не было. Да, они очень быстро и оперативно в течение 2 дней как бы все это сделали. Ну и, в принципе, вот готовый результат. То есть, погоди, ты вот все, то, что ты описываешь, все это, ну, для вас, в общем-то, не сегодня, не вчера штука такая пройденная. Да, почему в этот раз именно так сложно? В чем проблема-то? Ну, ведь можете лучше, знаю. Не лучше, а быстрее, вернее. Можем, но так. Машина новая, их маленькая квота, еще раз повторяю. То есть это все какое-то эксклюзивное? Это эксклюзив. Конкретно для этой машины это все эксклюзив. То есть если частник захочет где-то себе делать Джимни, он и гребет. 100%. По полной. Для тюнинга машина пока что не подготовлена. Требуется... Да. То есть у нас были готовые решения, но если бы у нас было больше времени, сюда бы поставали бы готовые решения. Но это опять же заказ месяц, то есть это все равно оттуда искать контакты, таможить. Да, все верно.
Ну, то есть это сложно. То есть мы на себя, в отличие, скажем, от проекта со Шкодой Rapid, который мы делали, где какие-то, ну, поехал, все, вот буквально так вот. Мы за 5 дней там зарядили полностью тачку, Да. вообще без вопросов. Да. Здесь эта машина, мы ее еле выцепили, чтобы она у нас поучаствовала да. в твоем С гире. самого момента, как только пришла идея с жимником, Да. начались прямо вот... Сразу же полностью все сложности. И в принципе здесь то же самое. Потому что она, ну, реально такая эксклюзивная маленькая машинка, которую где-то как-то надо что-то сделать, как-то чтобы было красиво, ничего нет в наличии, все ждать вот такое время, поэтому мы градили все, что было интересно. Прикольно, то есть получается для вас, для нас и для всех участников этого ГИО это была на самом деле боль, а для того теперь, кто эту машину выиграет, это получится настоящий эксклюзив, повторить который ни у кого практически в ближайшие там год, наверное, точно думаю, что просто да. не получится. Да, думаю, и что по да. бюджету, и по времени, и по силам, которые нужно вложить в машину, потому что это на сегодняшний день стало просто игрушка, как мы только что с собой Да, мы обсуждали. обсуждали, Никто что- в здравом уме и крепком здравии не будет сделать с машиной вот, ну, такие усилия титанические. Даже если мы не говорим про деньги, просто вот всем этим заниматься, искать это все, изыскивать ради Suzuki Jimny. Находите таких, как мы, которые готовы это сделать. Да, закладывайте плюс месяц к срокам, и все будет в порядке. Но здесь как бы это понятно, что плюс-минус месяц сроком, но когда ты строишь эксклюзив, на это надо быть готовым. Ну да, потому что, честно говоря, я привык, что от вас все отскакивает в течение недельки. Да, так и есть, да. Вот, Мы с моей стараемся. новой машиной, чтобы так же было. Мы все сделали. Или мы вернем вам деньги. Хорошо. До За сих пор я машину. им еще ни разу их не возвращал. У нас есть выхлоп. Мне кажется, что этот выхлоп, вот прям так мне сходу сейчас кажется, что он может не каждому понравиться. Тетя недовольна. Какие бандиты на своих Гелендвагенах носятся здесь по району. Хотя мы на стройке, и никому мы точно не мешаем, никаким детям и никому, кому мы могли бы помешать, кстати, вообще. Потому что это заводские. Мы специально уехали сюда, чтобы дубасить, чтобы показать вам, на что способен гелик. Тормоза есть. Пропускаем фурца. Мы все-таки на гелике, но не мудаки. Мы отмороженные, но не мудаки. Тем более это бензовоз. Вот это был бы видос просто огонь. Жестко. Отсечка рано, я пропускаю ее. Вообще просто вот это выхлоп. Мы прямо валим, ты чувствуешь, да? Прямо Jimny стал, по-моему, сил 200 в нем сразу появилось. Ух! Вот эта пушка. Ну-ка, тормоза, ты держишься, нет? Они стали лучше, чем были на той резине. Все-таки здесь держака чуть побольше. Потому что тогда он что-то вообще как-то я нажимал и такой, типа, что? Там все стрекочет. И он стал очень устойчивый на этой резине. То есть, смотри, я могу за руль не держаться, ничего, он прям глотает неровности, хотя резина стала широченная. И шумка. Шумка. Офигенно прям заходит шумка. То есть, если не считать, что у нас бухтит выхлоп, мы практически ничего остального не слышим. То есть, перестала выть коробка. Вот моя главная претензия, вот как переключается передача. Вот. То есть, стало ощущение, как будто коробка теперь на трассах. Антибукс срабатывает. Блин, коробка вообще не быстрая. Но она не нужна здесь быстрая. Блин, он стал нормальной тачкой. Наконец-то он стал тихим. У него теперь не воет абсолютно коробка. Вернее, может, она и не выла, да просто шумки не было. Поэтому мы ее просто слышали. Может, это и нормальная работа для такой коробки. Не знаю, в общем, теперь стало то, что надо. В городе абсолютно не бесит коробочка теперь. Не бесит звук атарок. Практически не слышно даже наших колес. Хотя они теперь вот такие против вот этого, то, что велосипедного было. И есть вот этот бешеный выхлоп. То есть, если мы сейчас поедем вот прям... Мы же на гелике. На V8 зачем крутить мотор, да? То есть у нас должно быть типа 1002-3. Смотри. Достойно? Да, уверенно едем. Слушай, вообще, да, вот так тоже. Рама, включай раму. Она мне поверит, значит, что у нас гелик. Да, просто плечо вот так стекло, что не помещаемся, мы едем, понимаешь? Опухли мы от зала.
Play Market, просто вот так нажимаешь, скачиваешь просто все, что хочешь. Пожалуйста, все приложения, можно Tinder скачать, Badoo скачать, TikTok можно скачать, Twitch, можно стримить с этого монитора, собирать донаты и окупить просто все вообще. Можно больше не нужна работа, понимаешь? Просто стримлю со своего гелика. Тиктоклю. Да, тиктоклю со своего гелика. Нет, ну это реально топ. Есть, естественно, навигация. На навигацию отдельная кнопка заведена. То есть просто топчик. И вы еще не знали, мы этого еще не говорили, но помимо мультимедии сюда заехала и музыка. Здесь теперь и кастомные колонки, маршрутка, ничего страшного, мы же на гелике. Нас все теперь пропускают. Вся штатка просто, она, ну, как вы понимаете, за эти деньги музыки здесь просто не было. Она никуда не годилась. Ну-ка, давай-ка. Телефон. Мультимедиа. Вот это музыка. Причем она всегда работает. Вообще, вот это как? Вот это музыка. Прямо офигеть. Блин, это неожиданно. Это вообще неожиданно. Очень кочевые низы. Прямо мне такие, бас такой, ну просто он качественный, он не размыт, как в любой штатке, когда у тебя бас, это просто миды только низкие. Здесь бас это прям низы, потому что сзади вы не поверите, что стоит сзади. Сейчас я вам покажу. Так, в багажнике самое главное, смотри, у нас теперь поместился кастомный САП. На самом деле, наши братюни из Legend Auto, там, где я ставил звук на Wrangler, сделали полностью кастомный САП. Это Герц сам сабвуфер, но я имею в виду корпус сабвуфера кастомный. Он рассчитан так, что он стоит здесь в распорах, его не шатает право-лево, при этом он съемный. То есть в случае возникновения любых каких-то ситуаций вы просто отсоединяете штекеры сзади и снимаете его. При этом усилитель самой музыки стоит также в этом же корпусе. Допустим, вы захотели поехать к дилеру, не проблема, вы эти снимаете за 1 минуту, все вот это вытаскиваете, едете к нему без саба. Захотите даже если это продать, не вопрос. Это УС с сабом, все в одном корпусе. И это, естественно, шедеврально играет. Так что, ребята, у нас получается практически идеальный автомобиль. И еще раз напоминаю вам про то, что все внесенные изменения имеют обратимые последствия. То есть стоковые колеса будут у вас в комплекте, стоковый выхлоп будет у вас в комплекте, стоковые отражатели фар будут у вас в комплекте. Ну а по поводу мультимедиа и головы заморачиваться ну точно не придется. Это 200% не ведет к снятию гарантии, и никаких проблем у вас не возникнет. Шикос, я считаю шикос, а как вмонтированы парктроники теперь все же, ну просто как с завода, если даже не лучше. Получилась действительно нарядная, заряженная, хорошая тачка, комфортная, комфортнее стока, которая едет лучше стока, звучит лучше стока, имеет мультимедию лучше стока, свет лучше стока, контроль слепых зон, камеру заднего вида с омывателем, ребята, то есть это самый что ни на есть позитивный тюнинг. Она доступна вам каждый день, чтобы выполнять ваши дела, ездить под любым человеком, у которого в принципе есть права. Ей смогут управлять мама ваша, бабушка, да кто угодно. С ней будет все абсолютно в порядке. При этом напоминаю, что эта тачка может принадлежать одному из вас. Уже причем совсем скоро, ребята, осталось буквально несколько дней. Эта тачка участвует в ГИВе. Все, что нужно для того, чтобы ее выиграть, это пройти в мой инстаграм, подписаться на тех же, на кого подписан я. Это 50 спонсоров, а полные условия вы можете узнать в аккаунте, который называется Топчик Блог. Я, во-первых, на него также подписан, во-вторых, ссылка на него также будет в описании. Так что, ребята, совершенно бесплатно, без каких-либо денег вы можете забрать эту машину. Если вы из другой страны или вам не нужна эта машина, может быть, у вас еще нет прав и так далее, без проблем вы можете вместо нее забрать 1 миллион рублей наличкой. Решать исключительно вам. Хотите здесь в Питере, забирайте тачку, хотите деньги падают на карту, можете за ними даже приехать,
В общем, это уже, господа, решать именно вам. Так что спасибо нашим партнерам, компании БГТ СПБ. Спасибо также всем тем, кто принимал в этом участие. Это Legend Auto, это AST сервис, это ITS тюнинг по оптике, это ST тюнинг в Питере, кто предоставил нам колеса и диски, и очень-очень много всего. Тут есть уточнение по цене, сейчас вот мы еще раз просчитались, то есть если делать это все в лоб, мы посчитали уже резину и конечная вот цена, если бы вы это делали сами, 700 плюс тысяч вложений. То есть цена на сегодняшний день, если просто вот взять, купить этот Jimny в лоб за 1 400 000, как мы это купили, и вложить еще 700 сверху, это получится, ребята, 2150 примерно денег вот здесь сейчас стоит. Ребята, конечно, продать за эти деньги его не получится, потому что, понятно, с тюнингом вы никогда ничего не вытащите, потому что тюнинг — это вложение просто в ваше удовольствие, и окупиться он не может в любом случае. Но, тем не менее, ребята, это у нас топовейший по нафаршированности проект за всю историю, по крайней мере, того, что мы делали в гивах. Реально очень много вложились, но я просто лично хотел поездить на Jimny. Я специально брал именно Jimny. Подробности по этому гиву и конкретно сколько на этом заработал я, будут скоро в одном из видео на стрим-канале. Вам давно была интересна эта система, как она работает, и я подробно скоро про нее расскажу. Спасибо вам всем огромное, что смотрели это видео. Спасибо, что участвуете в этом розыгрыше. Победителя мы определим на стриме в моем инстаграме. Инстаграм, опять же, по ссылке в описании. И в инсте будет стрим, на котором лично я в прямом эфире определю того единственного счастливчика, кто станет обладателем этого автомобиля или денежного приза. Так что следите, не пропустите, все анонсы дальше будут у меня в инсте. Огромной вам всем удачи и пока. Наконец-то на наших дорогах появилась еще одна действительно классная и нарядная тачка. Это круто.